Hello, beautifuls, вы на канале Twinkie Talks. Почему у меня такие волосы мокрые? Блин, да ну они должны были уже высохнуть. Тут сегодня вообще должно было быть совсем другое видео про подборку игр с вампирами, вампирками, вампиризмом, ну, короче, все такое. Но где-то я свернула не туда, и мы имеем то, что имеем. На самом деле я задумывалась над этой темой, чтобы снять это видео, но какое-то время назад и самую малость опасалась из-за популярности серии. Однако после комментария, где меня попросили снять обзор на трейлер GTA, то я такая, ай, да пофиг, пофиг, если не я, то кто. Ну и я как бы уже у себя в блоге еще давно говорила в инсте девочкам, что и показывала, что это за кринж, почему. Ну, тут тоже хай будет. Спойлер, наконец-то GTA 6 выйдет, но как чудесно, как необычно, неожиданно. Прошло всего 12 лет с прошлой части, а миллионы мужских фантазий сексуализации женщин все еще в фокусе. Не то чтобы я ждала чего-то еще от Rockstar. Я вообще долго думала над тем, в каком формате это видео сделать, и пришла к выводу, что мы будем вместе с вами смотреть оба трейлера. И, ну, я там буду ставить паузы, где хочу что-то сказать. В общем, да. Заранее хочу сказать, что я раньше играла в Vice City, в San Andreas, в пятерку довольно долго. Я больше скажу, у меня лет в 10 примерно на ПК первый раз появился San Andreas, и я в нее дичайше залипала. Мне еще и нравилась она тогда, хотя уже тогда у меня были куча вопросов к положению вещей и тому, почему женщины там показаны так стрёмно, убого, но в силу возраста глаза я на это закрывала и, ограничиваясь кодами, примерно в Vice City, где можно было менять скин на любой другой, конечно, я брала женский. И потом я довольно долго играла в Самп, где тоже брала скин женский, но, честно говорю, у меня даже сейчас иногда возникает желание зайти в самп или в онлайн пятерки, чисто из-за ролеплеев. Мне не очень нравились тогда. Хотя в подростковый период у меня было много историй, в общем, не с самым лучшим опытом в сампе, потому что, ну, из-за ущемленных пареньков, что еще. Может быть, когда-нибудь я расскажу больше об этом. Все херня, давай по новой. Это я просто к тому, что я какое-то время сама фанатела по серии, и чтобы вы не думали, что я пришла это обсудить, рассказать рандомно, чисто из-за какой-то объективации. Нет, там всегда были проблемы. И что там раньше, они и сейчас есть. Ну, это очевидно. Поэтому да, погнали смотреть. Lucia, do you know why you're here? Bad luck. Я сразу решила сделать стоп на первой героине, которую нам показывают, на Люсии, одной из главных героинь, ладно. Как только всплыла инфа про то, что ГГ будет женщина еще очень давно, то уже тогда начался дикий вой про злых фемок и про то, что капец, бред, как так, чтобы в этой серии играть за женщину в главной и самой главной роли. Они еще вроде тогда думали, что она одна будет, просто, ну, ГГшка, без мужика. Я как сейчас помню кучу комментариев во всех щелях, что трубили о недовольстве. Уж простите, у меня тут не будет слишком много примеров, потому что я видос рандомно решила записать за один день вчера, и да, я не искала особо много комментариев, но как бы некоторые нашла, вставлю. Так вот, потом, когда уже показали нам версию эту Люсии, то, ну, часть, конечно же, все еще ныли о том, куда без этого, про то, что она страшная, и вообще хотят ей навредить, как первым делом, когда зайдут в игру. А другая часть, то ли на трейлер купившись, то ли в целом зная Рокстаров, начали наоборот песню о том, что ой, она будет классная, красотка вообще, уже хочу сцены видеть с ней, сходить в стрип-клубы, ну и все в таком духе. Короче, такой себе стандартный парадокс в этой среде, что если показывают, что женщины в том же трейлере оголенные, попы трясутся, сексуализированные, ну или типа того, ну, то они как бы норм, а если нет, то можно и засрать. Просто такой прикол выходит, что эта же Люсия по красоте, конвенциальная или нет, не суть, примерно такая же, как героиня из Star Wars Outlaws Кей. И берем сейчас на примере именно трейлеров, а не в игре. Кей у нас засрали за уродливость. Начали делать кучу модов с ней на ее лицо, в то время как Люсия в угоду тем же инцелам показана с добавлением привлекательности с помощью тела. Короче, очередной раз доказывает тот факт, что им практически начхать на игру и женщин в целом, потому что даже если нам показывают одну и ту же красивую или среднюю по стандартам красоты женщину в игре, но в первом случае без сексуализации, а во втором с ней,
Они засрут первую и восхвалят вторую. Причем почему-то считают это своей личной победой. И типа им серьезно не важно, им не важно даже зачастую, какое лицо у героини, действительно ли оно такое по стандартам плохое или неконвенциально красивое. Если это неконвенциально красивая женщина будет показана с позиции объективированной, с позиции сексуализации, то они будут довольны. Им все равно на их лица. Им все равно, как выглядят женщины. Им просто нужна позиция объекта. Ну, я думаю, что суть вы поняли, поэтому давайте дальше смотреть. I guess. There was a girl I knew. She said she cared about me. She tried to make my world the way she thought it should be. Yeah, we were desperate then to have each other in a home, but love is a long, long road. Yeah, love is a long, long Well, look who's back. The only way we're gonna get through this is by sticking together, being a team. Trust? Trust. Да. Ну да, вот как-то так. Я тут создала таблички, к которым мы позже еще вернемся. Мне просто интересно стало, на самом деле, чисто для понимания ситуации и сравнения. Пока обращаем внимание только на первый трейлер, потом покажу полную картину. Я брала в учет только тех мужчин и женщин из трейлера, на ком внимание акцентировалось плюс-минус в общей степени, задние планы или секундные моменты я не считала. У нас вышло так, что женщин в первом трейлере показано около 8, мужчин около 14%, я тоже высчитала, можете видеть справа. А вот тут у нас общее количество показанных в трейлерах проявлений сексуальности, поп или груди крупным планом, объективации или сексуализации. И мы видим, что на женщин в первом трейлере у нас выпало 100% случаев, всего 5 крупных и плюс 1 без сильного акцента. Просто понимаете суть, да? Что из всего 8 показанных нам женщин в трейлере 5,5 были в качестве, я не знаю, усложнения глаз мужчин? Нет, ладно, хорошо. Нам еще показали одну жопу пердеда и, ну, вот это. Ну, это скудно, конечно, выходит. Хотя, я уверена, там еще сейчас вой начнется про мужика ГГ. Я вот сразу предотвращая, наверное, отвечу, да? Первое — это он, его тип тела и внешки понравится далеко не всем женщинам. Ну, это, конечно, все субъективно, но чаще, наверное, это понравится мужикам. Вон как тот Кратос или Геральт, их любимый, про которого, ну, просто всегда. И второе, это мы снова вспоминаем про уже привычное положение вещей, где мужчины имеют право считаться людьми и не восприниматься годами как кусок плоти, которые обязаны всем вокруг быть красивыми, привлекательными, а иначе повесточка, да? Чего не скажешь о женщинах. Если челу условно позволено быть потным, с волосами на теле и существовать в кадре не только ради того, чтобы быть украшением, то это все еще не то же самое. Хотя кто вообще заикнется про то же самое, когда нам буквально показывают кучу женских пятых точек и одну пятую точку деда. И то издалека. Деда Карл. Господи, сколько раз я уже посмотрела этот трейлер этого деда. Господи, боже мой, я не знаю, с чего меня больше тошнит в нем. Да, ладно. Давайте приступать ко второму. What you doing up there? I'm just fixing some leaks. Seriously, dude, you got some time on your hands. I got some properties with paying tenants. Oh, that's why you came by? Just go get me my checks. See you, Brian. Love you, Jason. I'm here for Lucia Caminos. She's supposed to be getting out. What's your name? Jason Duval. I seen you here before. You might have. Hey,
Hey, We happened to be at the same party. Мне же не одной показалось, что у женщин тело иногда как будто желе в невесомости. Вот типа как только что ее попа так странно двигалась, я не знаю, ну я не знаю, что-то это странно. hands above your heads now. You, stay. I'm remembering the time The new beginnings. You break the news, isn't it? we need to dance. The way we move. Trust me, this place is just the start for us. Ring the bell, shots, baby. The only thing that matters is who you know and what you got. Dance forever. Gonna do this? We're doing it right. Yo, D, this full effect? And they got your name, address, they got everything. Us cops, we gotta protect each other. Я еще вот насчет момента с танцем задумалась, потому что в фильмах и играх в целом часто такой ракурс показывают, и именно с женской стороны, как она вот трется о кого-то или что-то подобное. Кто-нибудь знает такие сцены в играх или фильмах, ну, чтобы так парни делали и красовались для женщин, а не наоборот? Я просто не припомню. Вообще тут что в первом, что во втором трейлере много таких моментов я заметила, как минимум 5, наверное, насчитала, что мужики либо стоят в зрителях и палят на женщин, либо облеплены ими и о них трутся, будто медом намазано, я хз. Скринить лень мне было, но там много еще на задних фонах или на пару секунд появляется, все равно такой факт есть. You and me, Lou. We got this. We got it. Вот это вот падение Люси, вот этот вот кадр, я видела, наверное, раз 100, где она сверху падает с этого вертолета на кого-то. Я не знаю, во всех пабликах, во всех соцсетях, я вам клянусь, он мне вот вроде пару мгновений длится, да, я даже не успела паузу поставить на нем, а его так зафорсили везде, ну, очевидно, из-за чего это жесть. Say Vice City, baby. Vice City, baby. Come to Fields Ammunition today. We got more guns than a Я не знаю, вот тут я вообще выпадаю. Типа не сказать, что до этого все было в порядке, да, но просто... Я просто первый раз, как заметила этот кадр, то сразу вспомнила свой видос про Marvel Rivals, где там персонажкам обрисовывала тела, чтобы показать, да, суть. Просто just what the fuck is that? Я, может, еще в замедленной съемке вставлю или картинками, но это... Hey. Hey, if you got friends, can you hook me up, please? Да, ну как-то так получается. Я еще видела, как сами люди посчитали, сколько раз во втором трейлере показали жопы, и они насчитали 11. Я, по-моему, насчитала больше, возможно. В целом, я при паузах все сказала, так что давайте вернемся, наверное, к моим подсчетам. Теперь в полной картине. В первом графике, где соотношение мужчин и женщины на кадр, мы можем заметить, что во втором трейлере в целом изменений мало, разве что еще больше перевес на большинство мужчин в кадре. Если в первом случае вышло около 36% девушек, то во втором около 27%. И по итогу общей суммы из обоих трейлеров у нас видно около 32% женщин на 67% мужчин. Как бы про тот факт, что женщин в целом все еще в медиа типа игр, фильмов и тому подобное показывают в около 30 плюс-минус процентах, никуда не девается. Теперь посмотрим на второй график в целой картине. Я считала не по количеству персон, а именно по количеству показанных в кадре сексуализированных или сексуальных действий. Давайте начнем с мужской линии, ладно? Я тут на самом деле сильно сутрировала на мужчинах в трейлере и поставила 2. Один засчитала как момент с ГГ мужиком в начале с голым торсом, хотя я раньше уже говорила, что это не то же самое, но чтобы не сильно выли, оставлю. И второй случай, это прям совсем за уши притянуло, но чисто чтобы было не приклепаться. Это вот этот вот моментик с жопой, если можно это так назвать, того же ГГ. Я вообще из-за вот этого скрина обратила внимание на его волосы на ногах. Плюс там еще до этого в первом трейлере показывали уже волосы на мужчинах в разных частях тел. Я просто хочу сказать про эту детализацию и реализм, да, на всех мужиках есть волосы на теле, на всех женщинах почему-то, упс, их нет. И типа, ладно бы только это, но просто раз такая детализация классная у вас и реализм снова же, то обратите внимание еще раз на Люсию, что вышла из тюрьмы.
Не знаю, сколько челиха там просидела, но выйти на марафете свеженькой — это надо уметь. Плюс при том, что у нас это за сеттинг, и кто сама по себе должна быть Люсия. Ее род занятий, типа. И у нее все еще находится куча времени на бритье, да? Ну, жесткий реализм. Во! Ладно, насчет график. Если бы и этого не добавила по-хорошему, то снова бы вышло 98% на женщин. А так мы можем заметить, что во втором трейлере у нас число объективации на женских героинях увеличилось почти в 3 раза, нежели в первом. Как итог, тут вышло 89% на 10 с обоих трейлеров. И плюс-минус 10 из 10 жирных пуз мужиков. Можете ущемляться, I don't care. Надо ли мне упоминать, что было куча кадров, где неприятные сальные мужики трогают, фоткают, любуются или кидают деньги женщинам, но обратных ситуациях я не видела. Ух, ладно, конечно, да, женщин так много показано, если считать 30 плюс-минус процентов как много. При этом 90 из них либо трясут попой, либо моют машину, ну, либо делают то, что Rockstar считает женским вкладом в культуру. Снова же, я в самом начале сказала, что не удивлена ничему подобному от Rockstar. У них в истории есть большое множество говна, из-за которого я их презираю, и это не только о сексуализации женщин, к слову. Например, у них была распространена практика кранча так сильно, что проявлялись сообщения о том, что люди работали по 100 часов в неделю. Многие сотрудники и сотрудницы признавали, что чувствовали давление, вынужденное их ставить работу превыше личной жизни. Оттуда выгорание, проблемы с менталкой, что очевидно. А вот даже цитата бывшего специалиста по связям с общественностью и социальным сетям Rockstar Джоба Штауфера. Вообще тут есть множество известных фактов, которые сами главы не отвергали, наоборот, якобы обещали исправляться, что уже как бы говорит о многом. У них там еще были пацанские вечеринки, за которые их критиковали, походы в стрип-клубы, абьюз, сексуальные домогания, не знаю что. Можно было после этого вообще ждать или думать про них, как можно их поддерживать, зная, что они делали это. И, ну, фиг мы узнаем, на самом деле, делают ли они это сейчас. Я лично думаю, что да, если честно, но хз. У них там еще был скандал в гендерном разрыве оплате труда между сотрудниками и сотрудницами. Ну, разное у них было, да. Снова же, хоть и было раньше нытье, когда про женщину ГГ в 6 части узнали, мол, GTA 6, Vogue, Rockstar прогнулись, но на деле это вообще выглядело как какая-то попытка освежить бренд, нежели реальная переоценка ценностей. Что в старых частях женщины почти всегда выполняли роль сексуальных объектов или любовных интересов, или жертв насилия и насмешек, что в принципе и сейчас. Трейлеры все еще продают игру через образы, которые работают на мужскую аудиторию, и даже на примере 2 ГГ мы видим, что женское тело все еще как контент, а мужское — это как субъект действий. Я не знаю, что тут еще добавить. Я просто решила рандомно снять это видео. Короче, да, на этом все, твинчата. Если вам зашло, подписывайтесь, ставьте лайки. Если нет, то тоже нормально. Всем пока.